Тысячелетиями идея сверхъестественного Творца занимала центральное место в попытках человечества понять устройство Вселенной, происхождение морали и смысл собственного существования. Религия была первым в истории инструментом познания, первой попыткой систематизировать хаос окружающего мира. Но по мере взросления человечества, развития логики, накопления археологических данных и утверждения научного метода, гипотеза о сверхъестественном агенте начала подвергаться глубокому пересмотру. Это видео предлагает логически выверенный анализ натуралистической картины мира. Натурализм – позиция, согласно которой Вселенная управляется естественными законами и не требует привлечения мистических или божественных сил для объяснения происходящих в ней процессов. Цель моего видео не в оскорблении чьих-либо убеждений, а в спокойном и интеллектуально честном рассмотрении фактов. Я очень старался и поехали! Любое серьезное исследование начинается с определения правил мышления. Эпистемология – раздел философии, изучающий природу и границы человеческого познания. Вопрос простой: откуда мы знаем то, что, как нам кажется, мы знаем? Когда речь идет об экстраординарных сущностях вроде Бога, фундаментально важны принципы, позволяющие отличить обоснованное знание от субъективных предположений и фантазий. Один из главных критериев различения научного знания и псевдонауки – принцип фальсифицируемости, предложенный философом науки Карлом Поппером. Долгое время считалось, что наука занимается подтверждением собственных теорий. Но Поппер указал на логическую ошибку. Сколько бы белых лебедей мы не увидели, это не доказывает, что все лебеди белые. Достаточно одного черного лебедя, и теория разрушена. Поппер сформулировал правило: теория может считаться подлинно научной, только если существует принципиальная возможность ее опровергнуть. Наука должна стремиться не к поиску удобных подтверждений, а к строгому тестированию гипотез. Теория, которая ни при каких условиях не может быть признана ошибочной, не несет в себе реального знания о мире. Религиозные гипотезы о всемогущем, невидимом и непостижимом Боге по своей природе принципиально не фальсифицируемы. Любое событие подгоняется под ответ. Человек спасся в катастрофе – это милость Бога. В этой же катастрофе погибли невинные дети – это непостижимый божественный замысел. Если теория объясняет абсолютно любой исход, она по сути не объясняет ничего конкретного, потому что не вкладывает никаких ограничений на то, каким должен быть мир. Невозможность придумать хотя бы мысленный эксперимент, который мог бы опровергнуть существование сверхъестественного, выводит концепцию Бога за рамки проверяемого знания. Еще один краеугольный камень логики – принцип экономии мышления, известный как бритва Оккама. Это назвали в честь средневекового философа Уильяма Оккама. Суть проста: не следует множить сущее без необходимости. Если две гипотезы одинаково хорошо объясняют данные, логика приписывает выбрать ту, которая требует меньшего количества ничем не подкрепленных допущений. Поппер напрямую связал бритву Оккама с принципом фальсифицируемости. Более простые теории предпочтительнее не из-за красоты, а потому что они охватывают больше случаев, обладают большим эмпирическим содержанием и их легче тестировать. Применим это к происхождению Вселенной и жизни. Натуралистическая картина мира шаг за шагом объясняет возникновение сложных организмов, устройство космоса и формирование человеческой морали через объективные наблюдаемые законы физики, химии и эволюции. Введение в эту систему совершенно новой, экстраординарной сущности, сверхъестественного, бестелесного, всемогущего и вечного разума, который сам по себе бесконечно сложнее всей наблюдаемой Вселенной и требует своего собственного обоснования существования и происхождения, грубо нарушает принцип Оккама.
Если устройство мира объясняется естественными процессами, гипотеза о Боге становится логически избыточной. В философии, науке и юриспруденции действует строгое правило. Бремя доказательства лежит на том, кто делает утверждение о чем-либо, а не на том, кто это отрицает. Нелогично требовать доказательства отсутствия чего-либо. Британский философ Бертранд Рассел предложил мысленный эксперимент. Представьте, человек утверждает, что между Землей и Марсом вращается крошечный фарфоровый чайник. Он настолько мал, что его не увидишь даже в мощные телескопы. Поскольку опровергнуть это физически невозможно, заявляющий требует, чтобы все в него поверили. Ясно, что общество сочтет это за абсурд. Тот факт, что мы не можем доказать отсутствие чайника, не дает оснований верить в его присутствие. На этой логике философ Энтони Флю в 1976 году сформулировал концепцию презумпции атеизма. Вера в невидимого Бога логически ничем не отличается от веры в лепреконов, фей или лохнесское чудовище. Разумный человек не верит в эти сущности по умолчанию, ожидая научного доказательства их существования. Интеллектуально честной позицией остается изначальное неверие до тех пор, пока утверждающая сторона не представит веские проверяемые доказательства. Теисты и атеисты живут в одном физическом мире и согласны с существованием атомов, гравитации и клеток. Но верующий добавляет в эту реальность одну дополнительную сущность огромного масштаба. Именно поэтому он берет весь эпистемологический риск и несет полную ответственность за объективные аргументы. До их представления отсутствие веры остается единственно научно обоснованной позицией. По мере развития человечества способы объяснения окружающего мира кардинально менялись. То, что предкам казалось необъяснимой магией или божественным вмешательством, сегодня имеет четкие математические, физические и биологические модели. История познания наглядно показывает, как наука систематически вытесняет сверхъестественное из картины мира. Концепция Бога белых пятен. Бог белых пятен – когда-то популярный, теперь устаревший способ защищать религию. Любой пробел в научных знаниях использовался как доказательство существования Творца. Логика была простой. Если мы не понимаем, как что-то работает, значит это делает Бог. На заре истории люди приписывали духам буквально все – засуху, раскаты грома, смену времен года. Когда сверкала молния, крестьяне видели в ней кару небесную, а греки верили, что штормами управляет лично Посейдон. Даже в 13 веке Фома Аквинский утверждал, что стрела летит в цель только потому, что ее направляет разумный стрелок, и переносил эту логику на всю природу. С научной революцией эти белые пятна начали сокращаться. Классический пример – диалемма Ньютона. Гениальный ученый открыл законы движения и описал гравитацию, но не мог понять одно – как сила тяжести действует на огромных расстояниях сквозь пустоту космоса. Не найдя ответа, Ньютон вставил в свою систему активное участие Бога, который якобы корректирует орбиты. Спустя века общая теория относительности Эйнштейна полностью объяснила механику гравитации через искривление пространства-времени. Бог был вытеснен из уравнения. То же произошло с Дарвином. Теория естественного отбора дала исчерпывающее объяснение сложности живых организмов, разрушив аргумент о божественном часовщике. Логическая проблема Бога белых пятен в том, что он ставит религию в позицию постоянного отступления. Если Бог определяется исключительно как то, чего мы пока не понимаем, то с каждым научным прорывом доминион сжимается. То, что в первом веке считалось проявлением божественного гнева, сегодня объясняется разностью электрических потенциалов в облаках. История науки неумолима.
Ни одно явление, получившее материальное объяснение, никогда не потребовало возврата к магии. Традиционный монотеизм наделяет своего бога абсолютными характеристиками: всемогущество, всевидение, абсолютная благость. Но с точки зрения аналитической философии, эти атрибуты создают неразрешаемые парадоксы и показывают логическую бессвязанность самой концепции. Может ли всемогущий бог создать такой камень, который он сам не сможет поднять? Этот вопрос создает непреодолимую логическую дилемму. Если Бог не может создать такой камень, то существует действие, которое ему не подвластно. Значит, он не всемогущ. Если Бог может создать камень, но не может его поднять, то снова существует ограничение его силы. Он вновь не всемогущ. Логика проста. В любом случае, всемогущество оказывается невозможным. Ни одна непротиворечивая логическая система не может вместить эту концепцию. Некоторые теологи защищают концепцию, говоря, что всемогущество означает способность делать только логически возможные вещи. Они утверждают, что неподъемный камень для всемогущего – логическая бессмыслица. Рене Декарт предлагал другое. Бог может делать даже логически невозможные вещи. Но большинство философов отвергает это как абсурдный и разрушающий основы разума момент. Однако даже при ограничении, что Бог может делать только логически возможное, возникают новые парадоксы. Представим существо по имени Макух, чья природа настолько ограничена, что единственное для него возможное действие – чесать собственное ухо. Выполняя его, существо делает абсолютно все возможное для себя. Можно ли назвать его всемогущим? Попытки спасти концепцию через лингвистические уловки терпят крах. Глубокий конфликт возникает, когда пытаемся совместить всеведение и свободу воли человека. Если Бог абсолютно всеведущ, Он знает каждое действие, которое совершит любой человек в будущем. Но если будущее уже известно и не может быть изменено, то все действия жестко детерминированы. Иначе изначальное знание Бога было бы ошибочным, а Он перестал бы быть всемогущим. Человек не имеет реального выбора. Он не может поступить иначе, чем предвидел Бог с начала времен. Это полностью разрушает концепцию свободы воли, которая лежит в фундаменте религиозной морали. Если нет свободы воли, то что такое грех? Что такое моральная ответственность? На каком основании справедливо наказывать человека за поступок, который он был обязан совершить по сценарию всеведущего Творца? Философ У.С. Морристон математически доказал, что существование сущности, одновременно обладающей необходимым моральным совершенством и всемогуществом, логически несовместимо. Если Бог не может солгать по своей природе, его возможности ограничены, и он не всемогущ. Все эти парадоксы убедительно показывают: концепция существа с набором абсолютных характеристик. Не описание реального субъекта Вселенной, а словесная абстракция, полная непреодолимых внутренних противоречий. Это неразрешимые логические пазлы, которые философия изучает уже столетия и не нашла выхода. Мощный, эмоционально понятный и логически безупречный аргумент против всеблагого и всемогущего Создателя – проблема зла. Философский конфликт, сформированный еще в Древней Греции философом Эпикуром, и остается главным для всех монотеических религий. Эпикурейский парадокс. Парадокс строится на простой логической трилемме. Первый вариант. Если Бог знает о зле и страданиях, искренне хочет их уничтожить, но не может, Он не всемогущ. Второй вариант. Если Бог может легко уничтожить зло, знает о нем, но не хочет вмешиваться, Он не всеблаг.
Третий вариант. Если Бог может уничтожить зло и хочет это сделать, но зло побеждает, в огромных масштабах, да, то получается он не всемогущ. Вывод Эпикура сокрушителен. Существование в мире колоссального объема бессмысленных страданий логически несовместимо с существованием Творца, который одновременно всемогущ, всеведущ и безгранично любит своих творений. Этот философский вопрос острием касается каждого человека. За каждым словом «зло» и «страдания» стоят реальные люди, реальная боль и реальные слезы. Самый популярный аргумент в современной теологии – защита свободы воли, развиваемая философом Альвином Плантингой. Суть проста. Бог намеренно наделил человека свободой воли. Вселенная со свободными существами, способными на искреннюю любовь и моральный выбор, объективно лучше, чем Вселенная с послушными биороботами. Истинная свобода неизбежно включает возможность выбирать зло. Таким образом, Бог не виноват в убийствах, войнах и жестокости. Это результат свободного выбора испорченных людей. На первый взгляд это звучит убедительно. Аргумент действительно может объяснить, почему один человек причиняет боль другому человеку. Это звучит разумно, логично и даже справедливо. Но эта логика полностью разрушается при столкновении с одной категорией зла. Природное зло – колоссальный массив боли, абсолютно не зависящий от человеческого выбора и морали. Это разрушительные цунами, уносящие за несколько минут жизни сотен тысяч невинных мужчин и женщин, новорожденных детей. Это генетические дефекты, обрекающие детей на неизлечимые болезни и короткую жизнь в агонии. Это микроскопические паразиты, единственная цель которых – поедать глаза детей, вызывая мучительную слепоту. Это онкологические заболевания, не щадящие ни проповедников, ни грешников. Как писал философ Дэвид Юм, наша природа полна ужаса и агонии, болезней, слабости и слепого страдания, где все живые существа ведут непрерывную войну за выживание, пожирая друг друга. Списать природное зло на человеческую свободу воли физически невозможно. Никакая человеческая свобода не вызывает тектонические разломы. Решения людей не управляют мутациями клеток. Идея о том, что природа сломалась из-за грехопадения первых людей, глубоко антинаучна. Палеонтология неопровержимо доказывает: массовые вымирания, жестокие хищничество, раковые опухоли у динозавров и природные катаклизмы существовали на Земле за сотни миллионов лет до первых предков человека. Грех Адама и Евы не мог испортить планету, которая уже была испорчена миллионы лет. Если бы всемогущий, всеведущий, бесконечно любящий Бог существовал, Он, обладая неограниченным контролем над материей, несомненно мог бы создать с самого начала такие законы физики и биологии, которые полностью исключали бы биологические катастрофы, природные катастрофы. При этом Он не нарушал бы человеческую свободу мыслить и принимать моральные решения. Отсутствие такого мира, переполненность планеты слепой и беспощадной физической болью – сильнейшее логическое доказательство отсутствия всеблагого архитектора. Вселенная выглядит в точности так, как она должна выглядеть, если в ее основе лежат равнодушные законы эволюции и физики. Законы, которые не знают о боли, законы, которым неизвестны слезы. Чтобы обосновать натуралистическую картину мира, нужно честно посмотреть на источники религиозных догм. Светский академический подход требует рассматривать священные писания, Библию, Коран не как буквально продиктованные послания из-за пределов времени, а как продукт конкретной исторической эпохи.
Эти тексты писали обычные люди с крайне ограниченными знаниями о географии, биологии и космологии. Современная филология, археология и сравнительное религоведение неопровержимо доказывают литературный, компилятивный и социокультурный характер этих памятников. Это не оскорбление священных текстов, просто честный взгляд на историю. Мировые религии не возникали в информационном вакууме через внезапное откровение. Они являются результатом синкретизма, постоянного слияния, адаптации и заимствования верований, мифов и законов соседствующих культур. Классический пример – заимствованный миф о всемирном потопе из книги «Бытия». В XIX веке археологи обнаружили в библиотеке ассирийского царя древние клинописные таблички с вавилонским эпосом о Гильгамеше. Эти тексты писали за много веков до появления первых строк Библии. Сравнение показывает поразительное совпадение сюжетов. В вавилонском мифе решение пантеона богов убить человечество, потому что люди расплодились и их шум мешал богам спать. В Библии решение единого Бога из-за греховности и развращенности людей. Бог мудрости Эа тайно предупреждает праведника Утна-Пиштима в вавилонской версии. Бог предупреждает Ноя в еврейской версии. Герой получает приказ построить прославленный ковчег, взять семью животных всех видов. После спасения герой поочередно выпускает птиц. Голубя, ласточку и ворона в одном тексте, ворона и голубя в другом. Это очень специфическая деталь. Это не случайность, а прямое заимствование. Такое детальное совпадение, вплоть до алгоритма выпускания птиц, однозначно указывает, древнееврейские авторы познакомились с месопотамской культурой, особенно во время вавилонского плена, и творчески переработали известные сказания, переписав их под свою монотеистическую теологию. Огромное влияние на авраамические религии оказал зороастризм, древняя персидская религия. Именно в зороастризме впервые появились концепции космического дуализма. Всеблагой бог Ахура Мазда противостоит злому духу Ангра-Манью, прообразу сатаны, буквального ада – место мучений, рая – место блаженства. Ранний индуизм таких концепций не имел. Все мертвые уходили в мрачный Шеол, подземную страну теней. Никакого ада, никакого рая, никакого суда. Эти идеи евреи переняли в персидский период, а затем они органично перешли в фундамент христианства и ислама. Мы с вами видим не внезапную божественную диктовку, а историческую эволюцию человеческих идей. Заимствование касалось не только мифов, но и законов. Строгие правовые кодексы Моисея обнаруживают сильное сходство с известными законами Хаммурапи. Они высечены на камне за несколько сотен лет до предполагаемого исхода евреев из Египта. Библейский принцип «око за око, зуб за зуб» изначально зафиксирован именно в вавилонском праве. Библейские авторы интегрировали этот стандарт как метод регулирования порядков в суровых условиях кочевой жизни. Множественные противоречия и фактологические ошибки. Это естественно для текстов, писавшихся, редактировавшихся и переписывавшихся десятками людей тысячелетия. Но такие ошибки категорически несовместимы с утверждением верующих, что эти тексты продиктованы Всевышним. Текст описывает, как патриархи Авраам, Исаак и Иосиф активно использовали стадо домашних верблюдов. События датируются между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Однако строгие исследования израильских археологов неопровержимо доказали: домашние верблюды появились в этом регионе не ранее X века до нашей эры.
спустя 1000 лет. Авторы книги «Бытия» жили гораздо позже описываемых событий и просто проецировали привычные реалии своего времени на далекое мифическое прошлое. Согласно Евангелию от Марка, Иисус был распят в 3-й час. Это 9 утра. Однако в позднем Евангелии от Иоанна Понтий Пилат только выводит Иисуса около 6 часа, то есть в полдень. Разница в 3 часа. Это не деталь, это основной факт. Попытки объяснить это разницей систем исчисления выглядят натянуто. Такие искажения памяти типичны для устных традиций и фольклора, но прямо опровергают идею безупречного, направляемого Святым Духом написания. Противоречия в Коране. Исламская традиция заявляет о буквальном совершенстве текста Корана. Однако есть серьезные конфликты. Продолжительность Дня Аллаха описывается как 1000 человеческих лет в одних сурах и как 50 000 лет в других. Острые противоречия между ранними мекканскими призывами к веротерпимости и поздними мединскими сурами, призывающими к агрессивному джихаду. Чтобы сгладить эти острые углы, мусульманские теологи изобрели доктрину насх, то есть отмены. Они заявляют, что поздние аяты юридически отменяют ранние миролюбивые строки. Это явно показывает, текст менялся в угоду политическим нуждам, а не транслировал вечную истину. Кроме того, Коран содержит ошибки античной медицины. Утверждается, что у эмбриона сначала формируются кости, которые затем обрастают плотью. Это противоречит современной эмбриологии и генетике. Священные тексты – великие литературные произведения с красивыми метафорами и искренними попытками структурировать закон. Есть призывы к заботе о бедных и сиротах, например. Но в целом они несут моральные нормы, абсолютно неприемлемые в современном гуманистическом обществе. Ни Библия, ни Коран не содержат прямого призыва к его отмене. Напротив, они детально регламентируют правила покупки, продажи и наказания людей. В Ветхом Завете прямо разрешается жестко избивать раба палкой. Закон гласит, если раб выживет день или два, хозяин не понесет наказания, потому что это его серебро, его собственность. В исламском классическом праве детально прописаны правила законного порабощения немусульман. Разрешалась торговля людьми и сексуальное использование невольниц, что считалось абсолютно легальным правом хозяина. То же касается принижения статуса женщин, отношения к инакомыслящим и предписаний жестких наказаний, побивания камнями, отрубания конечностей. Современные образованные верующие испытывают дискомфорт, читая эти строки. Я их понимаю. Они вынуждены прибегать к сложной акробатике мысли, чтобы адаптировать древние тексты к современным стандартам прав человека. Они заявляют, что это метафоры или правила для только той эпохи. Но этот факт доказывает главное – человеческая мораль не исходит из священных книг. Наоборот, человечество, благодаря секулярному прогрессу, философии просвещения и развитию эмпатии, давно переросло жестокую мораль бронзового и железного веков. Сегодня мы судим эти священные тексты с высоты нашей современной, гораздо более гуманной этики. Если религия – это не откровение свыше, а священные тексты полны ошибок, возникает закономерный вопрос:
Почему идея Бога столь успешна и универсальна в человеческих культурах? Когнитивное религоведение и эволюционная психология дают блестящие ответы. Они показывают, религиозное мышление не доказывает правоту религии. Оно является продуктом биологической эволюции человеческого мозга. В ходе долгого и опасного развития наших далеких предков выживание в африканских саваннах зависело от умения мгновенно распознавать затаившихся хищников. Эволюция через естественный отбор сформировала в мозгу высокочувствительный механизм – гиперактивное устройство обнаружения агента. Это называется вот так в науке. Суть практична. Представьте древнего гоминида в высокой траве. Внезапно он услышал громкий шорох в кустах. Мозг имеет доли секунды на принятие решения. Мозг автоматически предлагает наихудший сценарий. Это и есть живой агент с явным намерением. Голодный леопард, например, или враждебный соплеменник с копьем. Если мозг ошибается, принимает ветер за тигра и в панике убегает, он теряет лишь калории. Дешевая ошибка, ничего страшного. Если он ошибается по-другому, принимает реального тигра за шум ветра и спокойно остается, то он погибает. Его гены удаляются из эволюции навсегда. Естественный отбор поощрял выживание тех, чей мозг гипертрофированно склонен видеть намерение, разум и невидимую личность даже в случаях природных шумов. Со временем эта биологическая привычка распространилась на глобальные масштабы. Древние люди начали видеть намерение и гнев невидимых агентов за грозами, за эпидемиями болезней, за восходом солнца, за устройством самой Вселенной. Боги – это те самые хищники в кустах, перенесенные нашим разумом на небеса. Еще одна критическая когнитивная адаптация – модель психического состояния. Это уникальная способность человека понимать, что другие существа обладают собственным разумом, тайными мыслями, желаниями, отличным от его собственных. Это было необходимо для сложного социального взаимодействия, обмана, кооперации и выживания в племени. Но у этой способности есть философский побочный эффект. Человеческий разум, постоянно анализирующий сознание, испытывает колоссальные трудности с препятствием об абсолютном отсутствии этого сознания. Люди легко понимают физиологические последствия смерти. Мертвое тело не нуждается в пище. Оно не двигается. Но людям крайне сложно интуитивно осознать, что у мертвого человека навсегда прекращается сам процесс мышления. У живого мозга нет личного опыта небытия, нет опыта отсутствия мыслей. Как можно смоделировать то, чего не знаешь? Первобытный страх перед полным исчезновением, помноженный на неспособность смоделировать собственное отключение сознания, создал мощную психологическую предрасположенность к идее жизни после смерти. Из этого когнитивного сбоя родилась концепция бессмертной души. Родились утешительные фантазии о загробных мирах, где нас ждут умершие родственники, где царит вечное блаженство или вечная мука. С макроэволюционной точки зрения религия сыграла критическую роль социального клея. В суровых условиях раннего палеолита при жесткой конкуренции между племенами выживали не сильнейшие одиночки. Выживали наиболее сплоченные группы. Общие пугающие ритуалы, общие мифы, вера в сверхъестественного наблюдателя, который все видит и сурово наказывает за эгоизм, за трусость в бою, за нарушение племенных табу.
Все это невероятно способствовало укреплению доверия внутри группы. Это сформулировало взаимный альтруизм, обеспечила подчинение авторитету вождей, делала племя сильнее, согласнее, опаснее для врагов. Религия возникла и закрепилась не потому, что несет объективную космическую истину. Она выжила, потому что давала напуганным предкам мощное психологическое утешение перед смертью и обеспечивала высочайший уровень социальной координации, необходимый для выживания в агрессивной среде. Если посмотреть на религию исторически, философски, по-научному, то не остается и камня на камне от традиционных религиозных догм. Логика побеждает веру, факты побеждают предание. Но отказ от идеи всемогущего бога-опекуна часто сопровождается экзистенциальным страхом. Главный вопрос звучит так: если Творца нет, не становится ли Вселенная холодной и бессмысленной? Не становится ли мораль пустой случайностью, позволяющий делать все, что угодно? Давайте расслабимся. Нет, это не означает этого. Это ложное опасение. Натуралистическая картина мира не лишает мир смысла. Она честно перераспределяет огромную ответственность за его создание. Она снимает эту ответственность с мифического внешнего диктатора и возлагает ее на плечи самого человека. Похоже на то, что этика и мораль не спущены с небес, на каменных скрижалях под раскаты грома. Современные биологические исследования и работы приматолога Франца де Вааля показывают, базовые строительные блоки нашей морали существуют у высших социальных животных. Эмпатия, чувство справедливости, способность к утешению, взаимная помощь – это все существует у шимпанзе и бонобо, у наших ближайших родственников. Мораль – глубоко естественное врожденное свойство, выработанное миллионами лет социальной эволюции, направленное на сохранение популяции и улучшение жизни внутри группы. Нам не нужен страх перед адом, чтобы понимать, что причинять боль другому – это плохо. Эта истина живет в нас биологически. На место устаревших религиозных систем, которые исторически оправдывали войны, нетерпимость, угнетение женщин и рабство, в современном мире приходит светский гуманизм. Первый принцип – приоритет разума и науки. Исследование критического мышления, логики, образования и научного метода для понимания мира. Светский гуманизм отвергает слепую веру и авторитет непроверяемых текстов. Второй принцип – объективная и эмпатичная этика. Моральные ценности выводятся из реального человеческого опыта и врожденной эмпатии. Критерий добра – минимализация страданий, защита прав человека, социальная справедливость. Максимализация благополучия в реальности, не в фантазиях. Третий принцип – единственность жизни. Честное осознание, что эта философская жизнь единственная, которая у нас есть достоверные знания, это понимание не ввергает в уныние. Напротив, оно придает невероятную хрупкую ценность каждому прожитому дню. Это стимулирует нас делать мир лучше здесь и сейчас. Делать мир лучше для нас самих, для наших современников и для будущих поколений. Четвертый принцип – смысл как творческий акт. Мне не близка эта тема со смыслом, но для ясности я должен и об этом тоже сказать. В огромной, бесконечной физической вселенной смысл не выдается в готовом виде. Он конструируется самим человеком. Мы создаем смысл через непрерывное познание, через творчество, через искусство, через любовь, через помощь ближним, через глубокое чувство солидарности со всем человечеством. Священные писания раскрываются не как фактологическая истина. Они ценны, но глубоко ошибочны. И получаются они просто памятники древней культуры. Вселенная и ее законы исчерпывающе объясняются физикой. Структура человеческого разума, эволюционной нейробиологией,
Почему бы нам не представить, например, что мы независимые мыслящие существа, чья этика диктуется не первобытным страхом перед небесным наказанием, а подлинной эмпатией, разумом, уважением к свободе личности и колоссальной ответственностью за наш единственный общий дом – планету Земля. Это наша миссия. Не спасение душ в загробном мире, а спасение жизней и достоинства в этом мире. Стараемся стать лучше, друзья. У нас все получится. Спасибо за просмотр. Как принято говорить, обычно все говорят, подписывайтесь на канал, и мне почему-то так тяжело это сказать. Я чувствую себя как будто я кого-то принуждаю, если честно. Если хотите, подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь. Давайте будем с вами честными. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, посоветовать мне про что сделать следующее видео, например. Не факт, что я соберусь, мне очень тяжело, я очень ленивый человек. Но буду благодарен за какой-то дельный совет. В общем, спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Забыл. Да, не забыл. Пока-пока. Делало племя сильнее. Сильнее. Четвертый принцип. Смысл как творческий акт.